Макманаман, Ливерпуль. Легендарность, в общем, здесь зашкаливает. Какой тандем нападающих. Харри Кейн, Артем Дзюба. Карстен Янкер. Лысый отбойный молоток. Швейцария, Стефан Шипьюза. Испания. Альберт Феррер такой лупоглазенький, помните, красавчик. Бегал как этот. Так ножками так перебирал, быстро. Всем привет, я рад вас приветствовать на канале Футбольная коллекция. Сегодня у нас выездной выпуск. Сегодня не в своей фирменной футболке ПСЖ Стасон. Сегодня мы в Мадриде. И здесь вас ждет одновременно посещение самого крутого фан-стора, фан-шопа и самого крутого в музее футбола. Здесь живут легенды. Ну что, вот мы в доме футбола. С левой стороны у нас будет музей, с правой стороны фан-стор. Но внутри все это дело перемещено. Пойдемте смотреть, здесь очень сильно пахнет легендарностью, причем на самом уже входе, даже как это все оформлено. Здесь много крутых, классных вещей. Можно купить настоящие формы игроков с их автографами. Вот, например, Фалькао за 820 евро с чемпионата мира 2018. Вот вам и Хулиан Альварес, и Мартинелли в Арсенале, и кого-то здесь только нет. Можно целый бокс купить всех мячей Адидаса с чемпионата мира 1970 года. Стоит такой бокс 250 евро. А можно вот такой бокс-сюрприз купить, в котором неизвестно что, и за 100 евро можешь получить что угодно. Посмотрим, что мы здесь приобретем, потому что обязательно из этого места надо в свою коллекцию что-то приобрести. Помимо, конечно, впечатлений, которые останутся навсегда. Ну что, FIFA музеем нас ждет. И вот он, самый-самый необычный и самый, наверное, лучший в жизни фан-стор. Hola. 2 tickets, please. Okay. 39.60. Вот все по этажам, как здесь все расположено. Вот такой огромный музей. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué hace que lo amemos tanto? ¿Cuál es la magia que conmueve a tantos seres humanos alrededor del mundo? ¿Qué tipo de encantamiento nos genera este sentido de pertenencia eterno e inexplicable? Bienvenidos a Legends, The Home of Football. Расположена эта красота, ну, прям в самом сердце Мадрида. Вот здесь площадь Соль, станция метро Соль. И вот в таком красивом это все здание. Ну а сейчас мы в зале королей, легенд, королей футбола, легенды, все, что связано, все знаменитые самые люди. Лионель Месси, Буфон, Пеле, Роналдо, другой Роналдо, еще один Роналдо, но Рональдиньо, Марадона, Кроев, Ди Стефано, Каниджа, Зидан, Зика, Уго Санчес, Касильяс, Герд Мюллер, Бебетта, Платини, Паоло Росси, Кемпес, Бобби Чарльтон, Гаринча, Марко ван Бастен, Кевин Киган, Зепп Майер, Джордж Бест, Лев Яшин. Да, какой интересный у него был совсем без всего свитера, от 70-го, между прочим, года. Динамо де Москву, Раймонд Копа и Бобби Мур. Такой зал королей, легенд. Ищем наш размерчик. В основном XL, XS и S. Нормальные размеры M, L разобрали. Но сеньора нам нашла. L, C. M? This is L. No, M. Oh, okay. M. Будет и M, и L. И сейчас мы покупаем этот мега-супер крутой бокс, в котором неизвестно, что внутри, поэтому смотрим до конца, там будет мега крутой сюрприз. Может быть, там настоящая легендарная футболка, например, Фернандо Редонда. Gracias. 100 евро, быть может там на 500 евро, а быть может там на 5 евро. Ну что,
Смотрим до конца, смотрим, потому что сегодня вас ждет очень много-много интересного. В этом выпуске просто будет... Я в шоке, я вам честно скажу. Я уже здесь все посмотрел, и я в шоке. И вам рекомендую оставаться до конца, потому что будете в шоке именно вы. Ну что, начинаем обзор футболок. 95-й год, Дания, Карцен, Хеммингсон. Я помню эти вот цифры, когда у них были вот так на скос, очень красиво смотрелось. Дунга, 97-й год. Мексика, Рафа Маркес. — 2001, Марсель Десаи, Франция, кампионы, Кубок Конфедерации, тоже Франция, Бразилия. Жером Ротен, 2003. Здесь еще у нас старенькие футболки Батистута. У меня такое чувство, что вот этот материал адидасовский был как ХБ. Эзекель Паласиос, 22-й, Уэмбли стадион, финалиссимо, Аргентина и Италия 3-0. Помню, тот матч, круто было. О, кстати, маечка Платини, 85-й год. Стюарт Холден. Рональдиньо, весь в автографах. Так, Кубок Европы пошел у нас. Вот у нас сам кубок. Сборная СССР как первая победитель и футболка Валентина Иванова. И погнали тут. Все победители. 68-й, 64-й, 72-й. Знаменитая 88-я сборная Голландии, которая обыграла СССР благодаря сумасшедшему голу Ван Бастена. А это мой любимый, кстати, чемпионат Европы, Дания, где выиграл. Это мой первый чемпионат Европы, который я смотрел. И почему-то сразу болел за Данию, не помню почему, но вот болел. Эта форма у меня в памяти осталась. Это красивая Хумель, которую датчане всегда играют. И победили они в финале немцев. Это у нас футболка номера 20 Мортена Брюна. Вот такого не помню. Сенсационные греки. Троянос Делос. 5-й номер. Кто такого помнит? Испания в 2012 году, победившая Италию. И Касильеса футболка со всеми автографами. И Италия следующий сразу. В общем, смысл музея простой. Чувак собирал коллекцию и не знал, где бы ее так ее идеально выложить. Коллекция одна из лучших, он собирал просто обалденно. И нашел он понимание у Ла Лиги. Ла Лига решила, что надо эту коллекцию поддержать и предложила ему сделать этот дом футбола в Мадриде. Так он стал сотрудничать, этот аргентинец, с Ла Лигой. И тут же, естественно, хотя раньше никого особо это не интересовало, тут же, естественно, УЕФА, ФИФА, Комнебол и прочие все присосались к этой теме. Идея эта прикольная, дом футбола, настоящий Мадрид, выбран идеальным местом практически. И, в общем, все в итоге присосались, все свои приоритеты повыставляли. Но изначальная идея была у этого парня, который собирал футболки, а началось у него все с футболки Каниджи в 90-м году, когда он от безумия, от гола потерял сознание, и Каниджи ему в потрибунном помещении подарил его первый экземпляр коллекции, именно с футболки сборной Аргентины он начал собирать. И теперь мы сейчас посмотрим как и его коллекцию, так и коллекцию, которую уже Ла Лига, УЕФА, ФИФА и прочие все приармянились. А вот оно, чемпионство Испании, первое, знаменитое, великое. Медаль золотая, Иньеста. Да, и многие футболисты здесь теперь участвуют в этом деле. Кто-то подарил свои майки, кто-то медали.
Есть такой крутой зал, и на экране показывают игроков прошлого, которые дарят свои футболки. Или футболки своих соперников. Вот, например, Лотар Матеус дарит десятку Аргентины 86 года. Вот Иньеста дарит свою футболку. И здесь вот подборка игроков, которые вот подарили в этот музей свои футболки. Вот, давайте посмотрим, какие здесь ребята. Конечно, очень много испанцев, но вот и Пауло Росси дарит свою. Смотрите, сколько вина у Росси. Хорошо выглядит. Чемпион мира 82-го. Хавьер Занетти. 2010 легендарный интерское чемпионство в Лиге чемпионов против Баварии. Еще и вместе молодец, еще и с капитанской повязкой. Зико передает привет. Вот мы наконец-то зашли уже в клубный. И здесь тоже нас ждет Ла Лига как раз. Это у нас зал Ла Лиги. Разные формы. Давайте ностальгировать и вспоминать. А вы также пишите в комментариях, какая у вас любимая форма Ла Лиги. Вот я, конечно, Реала это сильно хорошо помню. Помню аэропорт Кастилья, вот это Вильяреала. Вильяреал тогда вообще первые вот эти вот сезоны, когда он стал действительно популярный, когда достигал больших высот в Еврокубках. И это, кстати, форма Диего Форлана. Форлан – легенда Вильяреала, да и многих еще клубов, также и Атлетика. Вот у нас эти фамилии. Баптиста. Кто помнит, Атлетика со спонсором Азербайджаном. Это, кстати, первый сезон Гризмана со спонсором Азербайджаном был. Первый сезон Гризмана в этой форме. А вот эта Валенсия Тойоты тоже была очень знаменательна. Валенсия выиграла и Ла Лигу, и хорошо в Еврокубках играла против вот этих вот товарищей. Депортиво, чемпионы. Где они сейчас, эти Депортиво? Аймар, Валенсия. Ох, все мое детство и молодость. О, вот это вот столетие Барселоны, форму прекрасно помню. Обалденно, как раз форма Луиса Энрике. Чувак, который, кстати, помимо того, что он сейчас легендарный тренер, чувак, который поиграл и в Реале, и в Барсе. А вот и Диего Симеоне в Атлетико. А вот какая форма Реала была в 30-е годы. Ничего лишнего, как говорится. А вот здесь Сапатер. Если это тот самый, который играл в Локомотиве, то его футболку я уже нашел в другом супер крутом магазине, фан-сторе частном, в котором столько всего. Посмотрите, там я нашел в том числе футболку Сапатера в форме Локомотива. Продолжаем экскурсию по ла-лиговским формам. Райо Валлекано, кстати, они так, закос у них под Ривер Плейт, и вроде, если не ошибаюсь, они даже как-то там между собой дружат, общаются. Гонсалес, Рауль, любименький наш, легенда. Митчелл из Зануси, спонсор Реала. А вот форма Месси. Роналдо, зубастый. Еще один чувак, который играл и в Реале, и в Барсе. И вот здесь, кстати, вот прикольный стенд. Здесь отдельно Ла Лига, кроме Реала. Здесь мы и Валенсию встречаем. Атлетика. Бетис. Лас Пальмас. Почем, кстати, у нас Лас Пальмас? У меня когда-то была такая форма, но я ее, к сожалению, не сохранил. Тоже почти 100 евро. Атлетик Бильбао 90. Тенерифе, кстати, классно. Тенерифе. 79 Тенерифе. Севилья. Бетис еще. Эспаньол.
79. Сельта. Ну и вроде все из испанских, в общем. На закуп по испанским формам рекомендую сюда. Цены сами видели. Здесь у нас UEFA Cup Winners. ПСЖ, Самдория, Динамо Киев и Олег Блохин. Антуан Гризман в Атлетико Мадрид. Реал Мадрид и Рауль. Бавария Мюнхен. Севилья. Валенсия Пабло Аймара. Наполе Марадонны, конечно. Это у нас все Кубок УЕФА или нынешняя Лига Европы. Победители вот эти представлены. А здесь классические футбольные формы. И даже некоторые с фамилиями могут быть. Вот Сака, Месси в Париже, 134 евро. Джерард в Англии, 160 евро. Мбаппе в Париже. Месси в Париже. Кавани в Париже. 100 евро, кстати, всего-то. Неплохо так. Грилиш в Астон Вилле. Чичарита в Лос-Анджелес Гэлакси. Де Бур в Аяксе, старая. Классик. 254, будьте любезны, щелкать за Де Бура. О, Селтик. Селтик с Петровым. Вулверхэмптон 80 евро с Невишем. О, ну это прям классика, классей не придумаешь. И это у нас Робби Кин. А цена вопроса 200 евро за Робби Кина. В цветах лица, легендарная форма, в которой они играли очень успешно в Еврокубках. Здесь у нас еще Эвертон с Колманом. В общем, это, я вам скажу, очень-очень-очень круто. Что-то у нас тут стоит 389, это у нас Ньюкасл с Коулом. Солана. Еще Петров в Астон Вилле. 119 всего, кстати. Почему-то в основном Англия, да? Гаскоин. Вот еще Вулверхэмптон с Невишем опять. Ну а здесь у нас и опять Англия. Макманаман, Ливерпуль. Легендарность, в общем, здесь зашкаливает. Англия. Руни. Причем Руни 104 всего. Бекхэм, кстати. Руни, Бекхэм. Кейн. Рашфорд. В общем, вот такой супер-супер-супер крутой фан
Столько ушастиков я уже повидал в Мадриде, что прям диву даешься. Ушастики здесь везде, потому что на самом деле это главная столица, куда этот кубок приезжает чаще всего. И вот она красота. Вот и Ювентус с Платини. Великий 99-й. Великий 99-й. Это самый запоминающийся финал Лиги Чемпионов 90-х. И вот они все победители 90-х. Давайте, пишите, кто какой финал помнит. Боруссия с молодым Риккиным, Милан с Гуллитом и Барези, Аякс, команда молоденьких ребят под руководством Ван Гала с Клювертом и Литманиным, 96-й Ювентус, Владимир Югович, и Реал Миятович в Кельме еще. ¿Sois 4? Sí. Vale, nada, me quedan 3 asientos. Здесь у нас уже 2000-е, 10-е даже, 10-е. Первое чемпионство Челси и футболка Соломона Калу, Интер и Занетти, Лука Модрич и Реал. А вот нулевые, еще Бавария в Опеле, еще Милан в Опеле. И Реал без спонсора. Флавио Консейсао. Карсен Янкер. Лысый отбойный молоток. Кстати, привет литовцам. Эдгара Свинкаускас и Порта. Vale, vamos a empezar por aquí, que va a empezar el cine 4D y ahora cuando acabe podéis volver a seguir viendo este de aquí, ¿vale? Ну и 20-е. Реал. Челси. Бавария. Так, какие-то там очки нам предлагают. Por aquí. Allá al fondo mi Gracias. compañero. Так, зачем-то я одел очки. Я еще... Уже голова кругом, на самом деле, от всего увиденного. Потрясающе, конечно, все сделано. Совместили тут все. И 3D, кинотеатр, и много везде видео. Так, следующий зал. Здесь у нас по годам чемпионата мира, вот, начиная с 30-го, с Уругвая. Конечно, очень интересные были футболки, очень интересные были бутсы. Все было, конечно, совсем другое. Когда футбол по-настоящему только зарождался, мировой, вот это вот здесь, тогда еще не думали, что он выйдет, конечно, на такой уровень глобализма, зарабатывания денег и тому подобное. На самом деле, вот в 1934-м Чехословакия была в финале, вот такая у них красивая была форма. Смотрите, в 50-м году чемпион Уругвай, какая форма, просто футболка голубая с белыми полосками. А что у нас там американцы делали в 50-м? Что за матч? Групповой просто матч. Вот такая американская футболка. А испанцы, какие красавцы, вообще в рубашках играли. Венгрия, финалист 54-го, знаменитый
Пушкаш и его же футболка. То есть, если у вас еще есть вопросы, какой самый лучший музей футбола в Европе, в мире, в жизни, то, я думаю, здесь все вопросы отпадают. Здесь просто все. И история, и настоящие времена, и много такого живого, и много, конечно, интересного, что можно вспомнить, посмотреть, узнать. И, конечно, небывалое количество экземпляров легендарных. ГДР форма. ДДР. Кроев и его знаменитый чемпионат мира, который он должен был выигрывать, но не выиграл. Парагвай. Я, конечно же, бегу до времен, которые я помню. Вот мой любимый первый чемпионат мира. Почему я всегда за Италию? Потому что я болел на том чемпионате мира за Роберто Баджо, Дино Баджо и прочих всех итальянцев. Как же я переживал, что они проиграли финал. Великолепная Швеция с Томасом Брулином, Рональд де Бур, Боливия, Швейцария, Стефан Шипьюза, Испания. А Альберт Феррер такой лупоглазенький, помните, красавчик? Бегал как этот, ножками так перебирал, быстро. Нигерия и Окоча. Ну и, конечно, чемпионы бразильцы. Ну и пошли уже современные, 98-й любимый. Хавьер Занетти, его великолепный гол, ворота англичан. Именно вот в этой синей, именно 22 номер. И, наверное, один из самых красивых, по крайней мере, точно разыгранных штрафных за всю историю, по крайней мере, того, что я видел в чемпионатах мира. Хорваты потрясающие просинички. 2002. Недавно у меня был выпуск про чемпионат мира 2002, и там я про Сенегал в том числе вспоминал. Немцы и Бала, который так и не сыграл в финале из-за тупой дисквалификации, сенсационные турки. Все это в выпуске 2002 и мой обзор чемпионата мира с помощью моей коллекции марок. Посмотрите, кто хочет. И 6-й год есть у меня на канале. Потрясающий чемпионский год великой сборной Италии, когда они стали 4-кратными. Тотти, который не был, конечно, на том чемпионате главной звездой, но все же внес весомый вклад. И тут же у нас и чехи, и немцы, французы несчастные. Кстати, как это не Зидана, вот эта майка, в которой он уходил, последняя майка Зидана в истории от Резеге. 10-й год. Уэсли Снейдер, который должен был в том году забирать золотой мяч, но не дали. Эти же самые чиновники ФИФА, которые нам показывают всю эту красоту теперь. Неймар в 2014 году. Французы чемпионы мира двукратные. Кто такого помнит вообще? Стефан Зонзи. Вроде чемпионат мира был недавно, а я вот уже такого не помню. Как-то парень не оставил глобального впечатления о своей карьере. О, Артем Дзюба. Артем Дзюба, привет тебе из музея, из дома футбола в Мадриде. Зачем тебя сюда поставили? Ну да, хотя на том чемпионате мира, конечно, ты, наверное, был лучший из российской сборной. Ракитич. Кстати, да, какой тандем нападающих. Харри Кейн, Артем Дзюба. И Суарес под ними бы. Тобиас Альдервельд. Вечно сложности с выговариванием его фамилии были у всех и вся. Ну и последний чемпионат мира Катар. Катар. И там еще у нас женский футбол, который недавно выиграла сборная Испании, обернувшаяся для испанского футбола же
проблемами и конфликтами, потому что президент там повел себя не так, как хотелось бы феминистскому испанскому обществу. Ладно, я в такие вещи не углубляюсь и не думаю, что на этом надо заострять внимание на видео из Дома футбола. Вот просто ощутите уровень музея, сколько этажей. Вот так это все. Тут можно провести смело очень много времени. Так, музей настолько большой, что хочется в туалет. Вот я уже на 4-м этаже. Все, я пошел. Панинки любимые. Карточки Панини. Ну и можете себе сделать здесь фоточки с легендарными кубками. Вот мы с сыном сделали. 2 фотографии нам обошлись в целых 25 евро. Дорого. Но все-таки хочется из такого места иметь памятный сувенир. И когда, нагулявшись по всем этажам легенд Дома футбола, настоящего вообще, просто еще раз оцените. Вот это все посвящено футболу. И не просто футболу, а самым легендарным его моментам, самым легендарным людям, самым легендарным всего. Вы попадаете, наверное, в самый легендарный, самый, по крайней мере, крутой фан-стор, где можно выбрать себе очень много-много всего. Давайте просто глянем, что здесь есть. Здесь очень много современного. Ну и также, конечно, отсылок к истории тоже хватает. Например, ретро-мячи, шарфы. То есть это все-таки не просто фан-стор какого-нибудь клуба, как мы привыкли. Здесь просто очень много всего. Но опять же, раз это все компоновка Ла Лиги, ФИФА, УЕФА и прочего, здесь, во-первых, вот очень много Ла Лиги команд представлено. Отдельное место, естественно, Реалу. Целый вон стенд. Бензима, кто желает новую формочку. Криштиану в Спортинге. Ну, естественно, она не того периода уже сделанная. Ну, кстати, сколько она стоит, давайте посмотрим. 100 евро за маечку Криштиану в форме Спортинга. Ливерпуль тоже под ретро-закосики. Ну, сейчас в Адидасе они такие везде висят. Перемещаемся в зал, который как бы посвящен сборной Испании в основном. И здесь очень много всего интересного. Так, сборная Испании, футболочка, 75 евро. Вот такая адидасовская, вот это 100. Колумбия, пожалуйста, 100. Мексика, Месси, под 19-м, 110. Здесь же у нас Египет, Гана, Бельгия, Австрия, 100 евро. Новая Зеландия. Вот это вообще удивительно. Интересно. Новая Зеландия. И Новая Зеландия у нас тоже 100. Швейцария. Да кто вообще? Не могу понять, кто. Дайте знать, кто угадал. Марокко. Португалия. Япония. Тоже не догадался. Дайте знать. Чехия? Нет, не Чехия же. Не догадался. Германия. Ух ты, тут их вообще миллион, господи. Можно все обойти. Алжир, Аргентина, Кот-д'Ивуар, Колумбия, Мексика, Италия, которая не попала на чемпионат мира, но футболка висит. И много-много всего интересного. Ну что, мои друзья, вот и заканчивается наш квест, наша прогулка по всем этим местам. И вот она, та самая золотая коробочка, которую мы сейчас будем с вами открывать. Если ты уже досмотрел до этого места, значит, тебе очень понравился музей, значит, ты уже должен был поставить мне лайк. Кто еще не сделал этого, обязательно подписаться. Ну, а я нахожусь на
Риад Эйр Метрополитано. Стадион Атлетико Мадрид. Прекрасный стадион, на который мы сейчас пойдем. Это будет отдельный, конечно, у меня выпуск. Смотрим отдельный выпуск. Кто подписался, тот, естественно, и поставил колокольчик. Тот не пропустит этот матч, потому что матч действительно легендарный. Последний матч Антуана Гризмана. Но давайте переходить к нашей золотой коробочке. Что же там у нас? Меня прям трясет, как я волнуюсь. Я даже пиво себе взял, потому что я волнуюсь. Вдруг там, я не знаю почему, но я очень хочу, чтобы там была футболка. Конечно, ее там не будет. Фернандо Редондо. Кто помнит такого игрока, я надеюсь, многие помнят. На самом деле гениальный игрок. Ах, Фернандо, будь там. Открываем. Прям не хочется даже этикеточку эту рвать. А она так просто, между прочим, не отходит. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Заходим, не стесняемся. И, о, господи, кажется, меня надули. Но, кстати, нам что-то досталось с Атлетико Мадрид. Какой-то наборчик. Причем детский, мне кажется, маникюрный такой наборчик с Атлетико Мадрид. И футболка Атлетик Бильбао. Бильбао, чувак, настоящий Бильбао. Размер М. Я как раз хотел Бильбао. Это действительно будет отличный слот в моей коллекции. Мне, прям... У меня был выбор купить в этом магазине что-то с Ла Лигой. Бильбао я хотел или Тенерифе почему-то, или купить эту коробку. Так стоило Бильбао 90 евро. Да, мы с вами гуляли, помним, что я там показывал вам цены. 90 евро, то есть получается за те же деньги покупаю Атлетик Бильбао, плюс мне еще дают какой-то наборчик, и плюс мне еще дарят как раз таки брелочек из этого музея легенд. Вот такой бокс. Ну, не Редондо, но тоже классно. Кстати, я проверял, черный бокс передо мной тоже один парнишка покупал, и там ему досталась просто хбшная футболка какой-то сборной. С чемпионата мира, с эмблемой чемпионата мира, если не ошибаюсь, Мексика 86-го года. Поэтому я точно угадал. Ну и в итоге давайте подведем итоги этого бокса. 40 евро цена вот этого набора детского. Не знаю, или придется мне еще ребенка делать, или придется мне его на eBay продать. Целых 10 евро стоит вот этот брелок легенд, между прочим. Дорого, да? То есть это у нас уже 50 и плюс 90 мы видели с вами вот эта форма Атлетик Бильбао. Итого получается 140 евро, а я заплатил 100. Ну, можно сказать, я выгодно вложился.